Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 24 января. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим об иконе Божьей Матери, которая чувствуется в этот день, 24 января. Также уделим внимание народному календарю и поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Друзья, все далее более подробно. 24 января православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого, христианского святого основателя общежительного монашества в Палестине, а также преподобного Феодосия Антиохийского. Это был христианский подвижник и сирийский пустынник. Феодосий Великий, который православные в этот день отмечают, родился в Каппадокии в семье благочестивых христиан. Еще подростком он понял, что его удел отшельничество, а потому, будучи полным сил, перебрался в Палестину и стал жить в той самой пещере, где когда-то ночевали волхвы, пришедшие на поклон к Всевышнему после его рождения. В пещере Феодосий прожил аж 30 лет, неустанно молясь о человечестве. За это Иисус Христос наделил его способностью к чудотворению. К Феодосию потянулись люди. Когда в пещере стало тесно, он покинул ее и пошел по пустыне, держа в руках кадила с потухшими углями. Когда кадило внезапно вспыхнуло, Феодосий расценил случившееся как знак Всевышнего. На этом месте под его руководством был построен монастырь. При нем открыли приюты для странников и престарелых, больницу для иноков, путешественников и бедняков. Когда при императоре Анастасии начались гонения на христиан, Феодосий написал правителю послание и, не получив ответа, отправился в Иерусалим, где в Великой Церкви заявил: «Кто не почитает 4 Вселенских собора, да будет анафема». За это преподобного Феодосия заточили в тюрьму, где он провел много времени. Святитель прожил до 105 лет и умер своей смертью. В этот день, 24 января, празднуется икона Божьей Матери Елецкая. Это особо почитаемая икона Божьей Матери и нередко считают списком другой чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, известной уже более 1000 лет, Елецкой Черниговской. Однако многие исследователи склоняются к иной версии, что именно Елецкая икона была написана в 1735 году в память о чудесном спасении русских земель от полчищ Тамерлана. К Елецкой иконе Божией Матери можно обращаться с любыми просьбами. Пресвятая Богородица слышит каждого из нас и неустанно молит своего Сына, дабы Он ниспослал нам милость и спасение. Царицу Небесную, изображенную на Елецкой иконе, чаще всего просят о защите от врагов и вражеских нашествий, исцелении и укреплении здоровья, как для себя, так и для близких, для восстановления справедливости и защите оклеветанных, благополучном замужестве и о сохранении семьи, помощи, воспитании детей, укреплении веры и избавления от греховных мыслей. Также обращаем ваше внимание, у нас с вами продолжается празднество Богоявления. А в народном календаре, друзья, дата 24 января получила свое название в честь этих двух святых. В народе день называли Феодосий, Федосей Весняк или просто Федосеев день. Обычно в это время было первое небольшое потепление, которое крестьяне называли Федосеевой оттепелью. Также этот день прозвали как Федосий Весняк, потому что этот день обычно пробивалось первое весеннее солнышко.
Хотя зима изрядно надоела, а холода наскучили, крестьяне встречали оттепель без особой радости, потому что знали, что несвоевременные оттепели и слишком раннее прекращение морозов грозят неустойчивой и затяжной весной. Как известно, год на год не приходится. Порой Федосеев день вместо ожидаемого тепла преподносит морозную погоду, которую считали неблагоприятной для яровых посевов. Наши предки были уверены, что в этот день бывают очень нехорошие морозы. После святок из домов и дворов выгоняли нечистую силу, так как деться ей некуда было, и она вот портила морозы, от которых ничего, кроме беды ждать не стоило. Часто в этот морозный день на человека нападала лихорадка-трясовица. В древности ее представляли как нечестивого духа, злую женщину, одетую в черные одежды. Ну а чтобы трясовицу прогнать, в дом напускали разной вони. Считалось, что она не любит, когда неприятно пахнет. Еще лихорадку мог прогнать дым во время топки авина. Но самый верный способ избавиться от недуга – это пропариться в баньке. Традиция оздоравливать организм вот таким вот способом сохранилась и на сегодня. А еще в этот день брали старый башмак, вешали его на дерево или на забор и говорили при этом определенные магические слова. Также наши предки в этот день обращали на народные приметы особое внимание касательно погоды. Если оттепель в этот день, то предвещало раннюю и в то же время затяжную весну. Ну а если 24 января мороз к позднему посеву яровых. Туман и полная воды прорубь к большому разливу рек весной. Редкие облака к морозу. Погода дня указывала, каким будет ноябрь. Если собака в этот день скулит, а кошка ворчит, то скоро заболеет хозяин или хозяйка этого дома. Снег с утра к трескучим морозам, которые не скоро пройдут. Эхо в лесу далеко слышно к морозной погоде. Корова ногами трясет к холодам, овцы дерутся между собой, это к ветру, а у овец шерсть мокрая к дождливому году. Человек, родившемуся 24 января, подходит жадеид и красный агат. В старину верили, что покровителем именинника этого дня будет лесной зверь. В былые времена бабка-повитуха, принимая новорожденного после купания, заворачивала его в холщовую пеленку, а потом только в звериную шкуру. Фигурка из фарфора и в форме лебедя способна стать для своего обладателя сильным оберегом. Знаете, что если она упала или потрескалась, то вам в дом заходил ваш заклятый враг, который желал вам только зла и несчастья. В снах этой ночи мы с вами можем увидеть отражение не только наших надежд, страхов, но и пути к изменениям, которые необходимо предпринять для улучшения жизни. Главное не упустить шанс и проникнуть в свое подсознание, которое поможет получить подсказку, что необходимо сделать, чтобы преодолеть любые внутренние и внешние трудности. Если вам приснились родители, которые говорят вам что-то или советуют, как поступить, это вам повод прислушаться. Подсознание через образы родителей пытается предупредить вас или указать на необходимость определенных действий. Будьте внимательны, это может быть совет от самой судьбы, указывающий путь, по которому следует идти. Но если вам приснится близкий друг, значит, вам необходимо уделить больше внимания отношениям с этим человеком. Скорее всего, он может стать для вас опорой в самый трудный момент, не подведет в сложной ситуации и будет готов прийти на помощь. Но если вы испытываете сложности, не стесняйтесь обратиться к нему. Такой сон – это напоминание, что в жизни есть люди, которые готовы поддержать вас. Что же нужно сделать в этот день, 24 января, по народным приметам? В Федосеев день полагалось побывать в церкви, поставить свечку и помолиться преподобному Феодосию Великому.
попросив у него помощи в семейных делах. Святитель считается покровителем пожилых и бедных людей, а также тех, кто не может найти дорогу в жизни. Федосеев день в народе во все времена считался семейным праздником, поэтому его проводили только с родственниками, ходили в гости, принимали близких людей на своей территории. Родители общались с детьми и со стариками. Отцы делились секретами мастерства, рассказывая об охоте или рыбалке. Матери учили дочерей рукоделию, а также печь пироги с зеленью, которую готовили еще с осени. Такая выпечка считалась главным блюдом Федосеева дня. 24 января запрещалось мерзнуть, поэтому в это время не жалели дров, обогревая избы от холода. Когда выходили на улицу, тоже старались утеплиться. В этот день наши предки жарко топили печи и собирались большими компаниями. Женщины занимались рукоделием, молодые люди травили байки. Позднее этот обычай перерос уже в традиционные походы в гости. Лучше всего было наведываться к родственникам. Чаепитие обязательно проходило с медом и вареньем из лесных ягод, которые должны были защитить всех трапезничающих от хворей. Что же нельзя, друзья, было делать 24 января по народным приметам? В день Феодосия нельзя было делать работу, связанную с режущими и колющими предметами. По народной примете так можно солнце обидеть, и оно перестанет дарить тепло, необходимое для созревания посевов. Кстати, по этой же причине 24 января запрещается резать пироги с зеленью. Основное было блюдо этого дня. И каждый член семейства должен ломать руками и съедать по кусочку так, чтобы ни одна крошка не упала на землю. Нельзя было оставаться и грязным, иначе лихорадка трясовницы придет и длительную болезнь принесет. Но чтобы этого не произошло, нужно было попариться в баньке, испугав нечисть сильным запахом, например, добавив в воду несколько капель ароматического масла. Не рекомендуется в этот день и спорить. Считается, что святой Феодосий может серьезно наказать, лишить спокойствия в доме, на работе или спутать мысли в голове. Поэтому в этот день нужно держать обязательно все свои эмоции под контролем. Также народные приметы не советуют в этот день переезжать, переходить на другую работу. Если запрет нарушить, на новом месте не приживешься и скоро снова вынужден будешь поменять место жительства или работу. Не стоит 24 января фотографироваться. Феодосий фотографии воспринимает как самолюбование и тщеславие, которые являются грехом. Человек, нарушивший данный запрет, может навлечь на себя беды и печали. Также в этот день возбраняется хвастаться. У хвастанов на языке болячка вскочит, которая не очень скоро пройдет. Также в этот день запрещается подстригать ногти и обрезать волосы. Народные приметы нам говорят, что вместе с ногтями и с волосами защиту себя можно состричь, что чревато с глазами и порчами. Нельзя и давать в долг, потом 3 месяца в нищете и в долгах проведешь. Не рекомендуется в этот день поднимать упавший с головы гребень и снова его надевать. После будут головные боли мучить. Лучше его спрятать до следующего дня, а завтра прочитать над ним молитву «Отче наш». Нельзя детей выпускать на улицу в пальто или в куртке. Могут заболеть. Наши предки 24 января детвору закутывали в шубу или в звериную шкуру, которые отгоняли от малышей, свирепствующих сегодня лихорадок трясовниц. Также запрещено было впускать в дом чужую кошку. Она за собой смерть несет. Нельзя на Феодосии начинать и свежий хлеб. Кто ослушается данного запрета, тот будет обманут. Нельзя и поворачиваться к солнцу спиной в этот день, показывать на него пальцем или же плевать. Небесное светило обидится и нашлет летом зной, губящий все живое.
По народным приметам Федосея в день нельзя было начинать новый хлеб, чтобы не стать жертвой обмана. А вот уже начатые буханки куски нужно отламывать, а не отрезать. Обратите на это внимание. И вообще, по возможности, лучше не пользоваться в этот день, 24 января, острыми предметами, так как велика вероятность, друзья, пораниться. Обратите на это особое, пожалуйста, внимание. Вот, друзья, у нас с вами вот такой вот интересный день, 24 января, по народным приметам и по церковному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Кто спрашивал, как можно нас поддержать, друзья, ссылка в описании к этому видео. Это донат, переходите, любая сумма, которую вы посчитаете важной и нужной, переводите нам, друзья, будет очень приятно и важно. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне вам больше понравилось, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами в следующем видео.